Виктория 3 анонсирована, а значит это хороший повод поиграть во вторую, вспомнить что здесь и как, освежить, а также улучшить свои навыки, чтобы потом через годик или через два, когда там выйдет третья часть, зарубиться в нее сразу же на выходе, уже имея хорошую базу. Недавно в сообществе Ютуба было голосование, его результаты видите на экране. Победила Россия, притом первый вариант России, а не второй. Смысл в них какой-то был, но это тайна. Поэтому мы погружаемся сами в партию за Российскую империю. На дворе у нас 1816 год, это Chronology мод, ссылку вы найдете в описании, сможете сами установить вполне себе и поиграть. И давайте краткий экскурс, что из себя представляет Россия в 1816 году. Мы топ-2 державы в мире, у нас огромная и сильная армия, немалый престиж и полное отсутствие промышленности. В то время как ряд других великих держав уже проводят свою промышленную революцию, даже у Австрии есть единичечка. А у нас пока все по нулям. Держимся на уровне Испании и Османской империи. Но у нас хорошие возможности для будущего роста. Очень большое население, почти 13 миллионов человек. Это именно взрослого мужского. Итого у нас вообще почти 51 миллион. Но все это портится очень низким уровнем грамотности, 8%, в то время как у ряда европейских стран это 50 или даже выше процентов. То есть нам надо этим активно заниматься, и я сразу же поддержку священников поставил в самых густонаселенных районах. Будем его поднимать. По бюджету я выкрутил на 95, 90 и 50. Не переживайте, никто 90% налоги не платит. На деле это 21,8, то есть 22%, 20% и 11%. Так что здесь все по-божески. Образование и управление я выставил на 100, флот сократил, армию оставил пока на максимум, оборону на 51. И пошлины на 100%. У нас сейчас промки особо нет, поэтому поживем. Ну и по партии я, наверное, хочу сейчас сменить на контрреформистов, потому что мне нужна возможность самостоятельно заводы настраивать, хотя бы первую промышленность сделать. Да, у нас там будет мало рабочих людей, но со временем мы их добавим, и все будет хорошо. По нашим вассалам у нас Польша под контролем, и также финны, они и союзники, и сателлиты наши. Кроме того, у нас является сферовиком Сербия, хотя она при этом вассал османов и их союзник. Живем, в общем, хорошо. Кроме того, здесь есть Черкесия и Северо-Кавказский Мамат, они в будущем по решению к нам присоединятся, так что можем с ними не бодаться. Ну и у нас есть ивент, я надеюсь, мы сможем его обыграть на Гавайские острова, по которым мы сможем ее в сферу загнать, а потом и присоединить. Ну и, конечно же, наша с вами, можете полюбоваться, русская Аляска. Пока здесь колонизировать не выйдет, но у нас есть плацдарм, и в будущем сможем здесь заиметь земли. Хотя это не самые важные земли, лучше уж Африка, но хотя бы Аляска это тоже уже неплохо. Своей первой целью я выставил войну с Персией за сферу. Ухудшаем, кстати, с ней отношения, чтобы иметь возможность оправдать войну. Я хочу взять ее в свою сферу, подмять неплохой достаточно региончик. А дальше у меня есть план на Пруссию. Я хочу вернуть здесь Польшу территории. Отнять как раз Западную и Восточную Пруссию, также Силезию подмять. Везде здесь есть корки Польши, так что это будет хорошим делом. Но поможет нам в этом, я надеюсь и верю, Австрия. Да, отношения с ней можем улучшить и сделать ее союзником. Ну а потом, когда ослабим Пруссию, можно будет заняться Турцией и, наверное, Швецией. Я бы тоже не против Швецию под себя подсобирать. Во-первых, это контроль северных земель, а в дополнение к этому еще и очень грамотное население. Тут образование под 80%, и оно нам явно не повредит. Ну давайте, сейчас начну оправдывать войну на Персию, подведу войска и начнем первую военную кампанию. Австрия согласилась как раз заключить военный союз. Кроме того, по денежкам, смотри, в плюс уже идет. У нас хорошие пошлины. Кроме того, они еще сейчас подрастут. Да, траты огромные, но ничего, переживем. Образование поднимать надо. По начальным техам я беру себе идеализм, потом хочу нигилизм и анархизм взять. И дальше переключиться в промышленность. Я хочу железные дороги начать уже строить. И, возможно, к медицине бы выйти, на самом деле, хорошо. Но пока рановато, она в 30-м году только откроется. Поэтому буду заниматься культурой и промышленностью. Возможно, перейдем в коммерцию, но с деньгами пока проблем особых нет. Разве что вот только очки влияния можно подобрать, они нам с вами не повредят. Ну и, конечно же, армию поулучшать, чтобы чувствовать себя в битве лучше. По поводу оправдания войн, у меня здесь, видишь, сразу же почти обнаружили, вместо 4 дали 3,5, и бэтбой копится. Ну или бесчестие, как здесь оно переведено. Если мы накопим больше 25 бесчестия, то все великие державы будут иметь цель войны с нами, и они будут нападать, если мы колоссального преимущества над ними не имеем. Кроме того, не только они, а еще и своих союзников будут взять. Поэтому на первых порах выше 25 это значение не поднимайте, если не хотите страдать. Вот оно решение с Гавайскими островами, к сожалению, очень рано выскочило, у меня денег не так уж и много, но ладно.
Ладно, давайте, влияние плюс 50. Запустим эту цепочку. На Гавайях теперь есть влияние, я могу его еще дополнительно сейчас приподнять и засверить эту страну. А вот здесь мне повезло, у нас кризис крепостной системы 8 мая 1716 года. Систему пора менять, у нас растет агрессивность и сознательность. Сознательность у нас сейчас 1,67, и надо еще увеличить рост. Знаете для чего? У нас есть интересное решение, которое надо принять как можно быстрее, это крестьянскую реформу. Нам тут поддержка либералов 30 нужна и средняя сознательность 3. Либералы у нас со временем будут расти, это не проблема. И нам единственное, эту сознательность надо добить, и тогда вообще будет классно, мы сможем провести крестьянскую реформу, а она очень сильно усиливает Россию. После этого просто бум наступает, и ты себя ощущаешь самой сильной державой. Хотя мы и так сильны, а будем еще сильнее. Все, цель войны готова. У нас на дворе 26 июня 1716 года. Персия. Держи войну. Расширение сферы. И вопрос, нас Австрия поддержит? Да, вероятнее всего. Отлично. Объявляем войну. Погнали. Я пока прям резко так в бой рваться не буду. Ну давай, хорошо, посражаюсь. Начинает здесь сопротивление мне оказывать, ну ты видишь, да? Все-таки заставляет воевать. Хорошо. Моя кавалерия, конечно, себя ощущает очень хорошо, но все же, знаете ли... Ай, успел, все нормально. Думал, сейчас выбьет, но нет, все хорошо. У него слабые регуляры, они особо-то ничего против наших войск, хотел сказать, сделать не могут, ага. Только никогда такое преимущество, что они прям меня разбирают. Давай, спокойненько. Просто давно не играл в Вику, знаешь ли, надо освежить свои навыки. Давайте отойдем и восстановимся. За это время у нас, кстати, на Гавайи влияние подросло. Начинаем улучшать о себе мнение. Оно уже дружеское. Сейчас еще 100 очков накопим и сможем внедрить в свою сферу. Пришли войска Австрии, это вообще замечательная новость. Ну и союз спасения у нас тут начинается. Австрийцы пускай сами здесь посаждают, я даже мешаться им в этом деле не буду, чтобы не тратить лишние ресурсы свои. Ну и все, Гавайи, давайте-ка включаем их в свою сферу влияния. Теперь у нас в сфере влияния Сербия и Гавайи. Кстати, за Сербию уже бодаются османы. Надо будет с ними немножко так тоже поговорить. Хотя не страшно потерять Сербию. Гавайи все же поинтереснее сейчас будут. И да, вот оно, присоединение гавайцев. Гавайский король принял российское подданство, теперь империя полноправно владеет гавайским архипелагом. Присоединили державу Гавайи. Все, смотрите, как легко вложили туда 30 тысяч. Теперь это наша земля. Давайте тут морскую базу настроим. Ну и, наверное, морская база нам не помешает вот здесь вот еще. Они у нас расширяют как раз лимит колониальной мощи, да и просто дальность колонизации. Все, Персия согласна на мир. Давайте-ка. Я не буду ничего добавлять здесь дополнительно. Бамс, все. Персия приняла наше предложение, теперь это наша сфера. Нам надо теперь как Сербию, так и Персию активно поддерживать, чтобы не отняли османы, ибо они на эти земли прям смотрят с большим интересом. По поводу застройки, я, наверное, знаете, планирую где-нибудь в Луганске сейчас, в Полтаве начать ставить первые свои заводы. Здесь есть в достатке в целом уголь, кроме того, здесь есть еще и пшеница. Следовательно, мы с вами можем сейчас начать фабрики здесь возводить. Начнем со стеклозавода. Пока этих двух заводов хватит, у меня есть деньги еще на другие, но у нас все равно ремесленников мало, но так хоть пускай начнут копиться. А вот это мне сейчас интересный ивент выскочил. Любек обанкротился, у него долги, у нас цель возмещения долгов. 5 престижа дадут, и кроме того, нас согласны поддержать Австрия, а за них Пруссия вступится. Собственно говоря, давай. Почему бы и нет, устроить небольшую зарубу. Пруссия вступилась. У меня тут как раз были готовы войска к такому раскладу, поэтому погнали. Я только за. Пока пойдем аккуратненько, я не хочу прям уж, знаешь ли, так рисковать. Все-таки Пруссия достаточно сильная страна. Кроме того, австрийская мощь тоже начинает действовать. Они провели мобилизацию. Я не хочу ее проводить. Это очень дорого, да и в какой-то степени вообще бессмысленно. У меня войска не успевают, да? Нет, успели, отлично. Но прусские войска продолжают просто раз за разом. Ну-ка, Польша. Отлично. Ну все, это будет победа тяжелая, конечно, не такая уж и быстрая, но я хотел бы добавить цель. Шовинизма не хватает, да? Жалко. О, все, 30% либералов, отлично. То, что и надо было. Ну все, как я вижу, Австрия истощилась, Пруссия тоже истощилась. Моя цель была ослабить обе эти страны, и это вполне себе выполнено. Я тоже немножко ослаб, но это не так критично, я войска уже поднимаю, все нормально. Поэтому, видимо, можно мириться, потому что я не могу никак цель добавить, у меня все никак не доберется. Шовинизм, поэтому все. За возмещение долгов. Получили себе престиж. Заодно посмотрели, как мы воюем, пока слабовато, но взять парочку военных технологий, Пруссия будет разламываться даже без мобилизации.
Так, сразу же парочку хороших новостей. Это у нас фортификация поселения, минимум уровня жизни, и мы теперь можем сами делать колонии в приятных регионах. Второе, это дела с османами. У нас здесь очень вовремя сейчас вылезло то, что греческие патриоты подняли восстание. Ну давай. Правда, есть проблема то, что мы сейчас с османами, скорее всего, будем воевать. У меня даже войск на границе-то нормально нет. Лондонская конвенция. А, ну нормально, он уже в сфере Франции, я понял. Да, вмешиваемся в это противостояние. И знаешь что, я хотел бы еще Австрию позвать. Да, вероятнее всего поддержит. Прекрасно, погнали, немножко повоюем. Кроме того, у нас тут экспансия на юг. Мы провинции будем считать национальным. И для державы Российской империи все провинции станут национальными. Во. У нас, правда, оправдание на шведов готово, но проблема в том, что на шведов я сейчас не схожу при таком раскладе. Знаете ли, немножко неудобно. К сожалению, в эту битву я ничего особо добавить не могу, потому что здесь выбрали статус-кво, поэтому я могу лишь предложить мир на статусе кво. Все. 5 престижа дали, Греция как бы жива, она мой союзник, но при этом в сфере не моей, Франция ее забрала. Вот это на самом деле грустно. Попытаюсь ее выбить, но гаранты, как вы понимаете, далеко не стопроцентные, поэтому посмотрим, что выйдет. А на севере в это время шведы напали на нашу армию, и не успеваю или успеваю. Нет, там слишком огромная армада рвет. Да, блин. Или успею, или... Тут победа, нет? Пришли война. Пришли здесь поляки. Да, будет обидно сейчас проиграть. Прям вот чуть-чуть ведь. А нет, победа! Красиво, хорошо. У меня исследованы железные дороги, поэтому погнали через Ctrl. Сейчас будем их во всех регионах строить. Все, быстрая победа. Регион достаточно бедный, но у нас образование поднимает. Здесь народ вполне себе образованный. Кроме того, открываем дорогу удобную потом на Стокгольм. Это уже будет следующая битва. Поздравьте нас, Сахалин. Все. Под нами. Можем здесь еще одну морскую базу поставить, чтобы было проще. Это наша с вами первая колония. Теперь у нас есть так-то вполне себе неплохой проход к Японии, но не знаю, стоит ли на нее идти. А вот этот прекрасный ивент, дип-миссия в осаде, он очень часто выскакивает, когда у тебя есть страны в сфере. И у нас тут несколько вариантов, есть еще четвертый, но он для мелких стран. Мы с вами здесь сможем только в атаку выбрать. Война с Персией, расширение сферы влияния. Ничего другого нам не дано, к сожалению. Надо этот путь выбрать и вопрос. Призвать? Да, погнали. Мы с Персией, с Кокандом сейчас воюем, это немножко неудобно, но я надеюсь, что мы справимся. А вот интересный ивент, это восстание декабристов, попытка госпереворота, и мы можем с вами ничего не предпринять, у нас есть шанс, что декабристы власть захватят. Давай посмотрим. Провал восстания. Эх, жалко. Ну, могло быть немножко уникального в прохождении, но, к сожалению, не удалось. В итоге миримся с Персией, забираем территорию Армении как раз, и Персия вновь в нашей сфере. Кроме того, я отдельно Коканд сделал тоже в своей сфере, чтобы в будущем, если нам выскочит подобный ивент, мы могли с ним разобраться. Неплохо так. И Персию под своим контролем сохранили, так еще и территорию Армении вернули. Отлично, смотри, у нас тут начинаются проекты запускаться. Давай максимум вкладывать во все это дело. Я не против поддерживать. В целом была бы еще автоматическая кнопочка, чтобы все это поддерживать, было бы вообще удобно. И, величие нашей страны, ну как бы да, давай. А вот и оно, нападение на торговцев, и у нас нужно усмирить этих бандитов. Все, у нас теперь есть цель на войну с этими странами, поэтому давайте их сейчас подчистим. Все, посмотрите на эту красоту. Границы мы с вами здесь почистили, подровняли. Все территории теперь наши, национальные, все хорошо. Можем выставлять войска спокойно по границе с Турцией. И в будущем пытаться что-то делать с ней, потому что у нас тут тоже есть цели. Так что можно забрать под себя национальные территории и попытаться потом двинуться дальше. А вот и дип-миссия в осаде. Почему-то четвертого варианта до сих пор нет, но мы с вами можем в атаку, опять же, расширение сферы против Хивы пойти. Собственно, погнали. Австрия, давай тоже нас тут поддержи, поразвлекайся вместе с нами. А вот и оно, польское восстание. Ну, я тут как бы готов его подавить. Хотел бы сказать я, но есть небольшие проблемы, у меня тут прям по дорожке армада, но ничего, справимся. Сразу же давайте одну армию разобьем. Отлично. В итоге Польшу мы с вами успокоили, хотя это было небольшой проблемкой, но зато смотрите, что у нас теперь есть. Органический статут. Все, давайте все эти земли теперь наши национальные, Польшу мы присоединили. Ура! Хочу забрать под себя Афганистан, благо мы с ним сейчас воюем, поэтому давайте. Цель.
У меня как раз 24 бэтбоя, все хорошо. И Афганистан станет нашим. Почему бы и нет? В 1932 году мы взяли медицину, это хорошее дело. Сейчас у нас будут как раз скрываться важные вещи на прирост населения. Ура! Мы Афганистан тоже с вами победили. Давайте предлагаем мир. А, они не принимают. Ладно, тогда придется захватить еще одну победную территорию. Не хотят мириться, смотри-ка. Придется до конца пилить и только тогда заберем. Но, к счастью, они сами быстро одумались. Присоединение державы. Все. Афганистан наш. Я знаю, что пока это некрасиво, но в будущем я вот эти земли тоже подъем. И теперь у нас, кстати, есть хорошая дорожка в Индию. Тот же самый Калат забрать на Семер. Здесь у нас установление протектората, более дешевый вариант. Выйти потом в Микран, в Синд. Пенджаб я, к сожалению, не заберу, он в серии бритов, а вот эти вот земли можно под себя подмять, и тем самым российское влияние у нас будет в Индии. В целом, вот такая вот вышла у нас с вами серия. Мы сходили на север. Здесь плацдарм на вторжение в Швецию подготовили. Они сейчас в союзе с Пруссией, это проблемно. Но ничего, можно вместе будет попилить, благо Австрия готова. Кроме того, у нас армия уже в лимит 75, то есть новых 25 бригад я могу нанять. По месту в великих державах мы занимаем второе, притом с хорошим отрывом от тех же самых американцев. Но с первых престижа на втором месте. Во-вторых, армия на третьем мы уступаем. А кому мы уступаем, кстати, сейчас интересно? Китаю, да, мы только уступаем, и британцам. Притом британцев мы скоро тоже догоним, а по солдатам уже обгоняем с генералами. Здесь мы себя ощущаем хорошо. Кроме того, у нас активно идет застройка новыми фабриками, уже есть, притом военные, так что в скором времени будем себя оснащать сами. Также капиталисты постепенненько вкладываются, я их тоже активно поддерживаю. Ну и сам я ЖДшки активно строю, чтобы и армия перемещалась быстрее, да и просто бонусы хорошие на производство были и на выпуск. Также мы разобрались с вами с польским восстанием, в скором времени мы сможем интегрировать финнов, ну и наше влияние разрослось вот на этот вот регион, также Персия под нами, Сербия с нами в союзе. Единственный вопрос, что теперь сделать с Грецией, я все-таки хочу ее под себя забрать. У нас потому что есть на Грецию решение, греческий проект. И для нас с вами должны все эти регионы быть у нас. А, так и все. Ладно, мы просто можем забрать тогда и сделать Византию. Собственно, разницы особой нет. Можем просто под себя все эти земли подъесть. Ладно, тогда это тоже как вариант. Просто османов скушать. А в следующей серии нам, видимо, придется ослабить Пруссию, потому что она активно пытается собирать Германию. Она тут бритов выбила вообще без проблем. Нам этого допускать нельзя. И надеюсь, серия вам понравилась, ровно как и возвращение Виктории. Я говорю сразу, я игрок далеко не опытный. У меня здесь могут быть ошибки, так что оставляйте свои советы, предложения, поправки. Я буду выпускать серии через день и записывать также через день. То есть я успею послушать ваши советы, применить их. И тем самым наша партия, я думаю, будет успешнее. Да и вам приятно, что я ваши советы активно применяю. Так что оставляйте их. А так, лайки, комменты. Ну и до скорых встреч в новых роликах.